что делать, если мужчина рассматривает других женщин в интернете? Если он делает это явно или неявно, если он соглашается или отпирается, если он отказывается, отнекивается, а вы потом, переполненные подозрениями, берете, проверяете его телефон или компьютер и обнаруживаете следы преступной деятельности. Что с этим делать? Потому что многие женщины поступают в корне неправильно, когда выясняется подобная ситуация. С вами Алла Касаткина. Проект «Ладная я». Я практический психолог, который уже больше 15 лет работает с женщинами и помогает им становиться счастливыми и любимыми. Ссылка на мой сайт здесь, внизу этого видео. Подписывайтесь, переходите. У нас есть очень интересная рассылка, есть очень много бесплатных статей, которые помогают вам решать свои самые важные вопросы в отношениях с мужчинами. А мы продолжаем. Что же такое происходит, когда мужчина начинает смотреть видео других женщин? Первый вывод ошибочный, который делают женщины, это «со мной что-то не так» или «надо сейчас устроить скандал, запретить, и он исправится быстренько, послушается как маленький ребенок и будет себя вести нормально». Мои дорогие, как только вы вот делаете подобные действия, знаете, кем вы для него становитесь? Вы становитесь для него мамой, которая поймала его на компьютерной игре, на рассматривании тех же теток, на поедании сладкого на кухне или очередной порции котлет, которые были пожарены на всю семью. Вы становитесь для него мамой, которая пытается его пристыдить. Но вы ни в коем случае не становитесь той женщиной, которая для него является важной, значимой и ради которой хочется быть лучше. Вот такая интересная штука. У вас возникает нормальный, законный вопрос. Алла, а что же делать, чтобы стать для него, наконец-то, той же женщиной, о которой он, собственно говоря, мечтает, листает в интернете, думая, ох, я бы вдул. А что делать? Как же стать такой женщиной? И вот здесь, мои дорогие, я вам сейчас сдам секретный секрет, который поможет вам не только упрочить отношения, упрочить в смысле, чтобы прочнее их сделать, отношения с вашим мужчиной, но и поможет вам отодвинуть вообще всех этих теток из интернета туда вот на задний план и очень сильно взлететь в глазах вашего мужчины. Слушайте внимательно. Сразу предупреждаю, кое-кому из вас придется здорово наступить себе вот там внутри на свой страх. На свой собственный страх. Кое-кому придется побороть свое сопротивление. Так, чуть-чуть с ним пободаться, но вам потом понравится. Честное слово. Этот прием работающий на 100-500, как говорят, процентов. Почему? Потому что он покажет вам вашего мужчину с другой стороны, он покажет вам вас саму с другой стороны, и он покажет вас, вашему мужчине, тоже с другой стороны, совершенно новой, которая вызовет большое любопытство и интерес к вам. Оно того стоит, правда? Побороть сопротивление и получить столько плюшек в выгоду. Итак, что же такое я хочу вам предложить? Если вы поймали или выяснили, что мужчина рассматривает других женщин, ни в коем случае не стесняйтесь. И не думайте обязательно, что он сравнивает вас с ними, потому что как только вы начинаете так думать, вы сдали свои позиции, вот еще даже не вступая в бой. Включите другую женщину, другую свою ипостась внутри себя и покажите ему это. Потому что, когда мы смотрим на других женщин, мы же можем смотреть на них с пренебрежением, со страхом, с опаской, а можем смотреть с удовольствием и восторгом. С любопытством можем посмотреть. Не сравнивая, больше у нее сиськи, чем у меня, или меньше. Не сравнивая, ох, нифига, вернее, не обсуждая ее, ох, нифига себе она тут выставила свое декольте, или как она надула себе губы. Не надо этого делать. Посмотрите вместе со своим мужчиной на других женщин с любопытством. Ух ты! А что тебе мне нравится? Смотри, какая у нее прическа. Ух ты посмотри, какой у нее бюст. О, какое у нее классное декольте. Слушай, у нее кофточка, я тоже такую себе хочу. Вот в таком духе посмотрите на других женщин.
Понимаете, как только у вас пропадает напряжение, как только у вас пропадает война внутренняя с другими женщинами, как только у вас внутри пропадает желание спрятаться, укрыться от всех, закрыться и лишить мужчину возможности сравнивать себя с другими, потому что вы знаете, что вы точно проиграли, как только у вас просыпается интерес, как только у вас просыпается азарт, шутки, игривость, вы же для своего мужчины начинаете сиять в другом свете. Он же начинает видеть вас совершенно другими глазами. Те тетки в интернете, они далекие, недосягаемые. А вы, вот она, своя родная, заиграли новыми красками. С вами можно теперь по-другому. И это делает вас для него более интересной, новой, необычной. Мало того, с такой женщиной, которая так легко смотрит на других, так уверенно обсуждает, уже становится немножко стрёмненько заглядываться на чужих барышень в интернете. Почему? А кто вас знает, вы сейчас возьмете у него компьютер или телефон и полезете в тот же Тиндер смотреть мужиков. И точно будете сравнивать не в его пользу. А если вы достаточно уверенно себя чувствуете, посмотрите вместе с ним на фотографии мужчин. И повосторгайтесь от всего сердца. У кого какая попка, у кого какая накачанная бицуха, у кого еще чего-нибудь классное. Расскажите, покажите ему, что вы тоже можете интересоваться и женщинами, и мужчинами, что вы понимаете в том, какой это интерес может вызывать. И тогда, может, ваша сексуальная жизнь станет разнообразнее, а ваши отношения тут теплее и душевнее. Потому что пока вы пытаетесь стоять со скалкой за его спиной и контролировать, что он там смотрит, вы для него злобная мамаша. Тетка, против которой надо защищаться. А когда вы вместе с ним готовы поприкалываться, посмотреть, повосторгаться, разбудить свой сексуальный аппетит, вы для него становитесь более привлекательной. Итак, мои дорогие, применяйте, пользуйтесь себе на счастье, а я жду ваших комментариев и рассказов о том, как у вас все получилось. Ну а если у кого-то возникает сопротивление, пишите здесь в комментариях, давайте выяснять и бороться с этим сопротивлением. Давайте наконец-то вот этот вот камешек с пути к вашему счастью уберем нафиг. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующих видео. Пока-пока.